Не буду тебе говорить о том, что ты сейчас узнаешь в этом видео, так как это будет спойлер. Давайте посмотрим на самую лучшую заставку in the world. В 1973 году в США ученик английского психиатра Лэнга, лидер международного движения, называемым антипсихиатрия, психолог Дэвид Розенхан провел эксперимент. Его исследование поставило под сомнение надежность психиатрической диагностики. Эксперимент был назван «Психически здоровые на месте сумасшедших». Дэвиду удалось выяснить и доказать, что врачи-психиатры ставят свои диагнозы, подгоняя симптомы больного под определенное заболевание. Эксперимент Розенхана проводился в два этапа. Сначала 8 человек из исследовательской группы Розенхана, 3 психолога, педиатр, психолог, домохозяйка, художник и сам Розенхан обратились в психологические больницы разных штатов с жалобами на слуховые галлюцинации. Эти люди договорились сначала симулировать заболевание, а затем, чтобы поскорее выйти из клиники и сказать докторам, что с ними все в порядке. И вот тут и начались странности. После того, как им поставили диагнозы и поместили их в клинике, они оказались в замкнутом пространстве, где их никто не слышал. Они говорили докторам, что чувствуют себя превосходно, но на них просто не обращали внимания. Персонал больниц настаивал, чтобы больные, несмотря на их хорошее состояние, продолжили принимать психотропные препараты. Экспериментаторов выпустили на свободу только после того, как они окончили полный курс лечения. «Доктор, отпустите нас, пожалуйста, мы все полностью здоровы». Все вы психи так говорите. Я врач, мне же лучше знать. Все же удивительно, но то, что огромный персонал больницы так и не смог распознать симулянтов, не обескураживает, так как то, что по-настоящему действительно больные пациенты обвиняли симулянтов в симуляции. Я за тобой наблюдаю. Сука. А что, они врачи, им-то лучше знать. Как я уже говорил, эксперимент шел в два этапа, и позже он был запущен повторно. Дэвину Розенхану этого было мало. На этот раз все было с точностью наоборот. Розенхан предупреждал персонал одной из известных психиатрических лечебниц о том, что в течение 3 месяцев к нему попытается поступить один или несколько псевдопациентов. Из 193 человек, обратившихся за этот период в клинику, 41 уличили в симуляции, еще 42 заподозрили. А вот теперь пристегните ремни, ибо градус тупости накаляется. Розенхан натурально развел врачей, ибо он никого не посылал. Вот это поворот! Алло, здравствуйте, это Дэвид Розенхан? Помните, вы отправили к нам своих псевдопациентов? Так вот, мы обнаружили, что на самом деле это не настоящие пациенты и все они здоровы. Мы их всех отпустили. Вы что, совсем дебилы? Я к вам никого не отправлял. Это были настоящие психи и убийцы. Врачей наебал. Больных наебал. Нас всех наебал. Результаты его экспериментов были опубликованы в престижном журнале Science, где Розенхан сделал неутешительный вывод. Никакая диагностика, которая слишком легко приводит к значительным ошибкам данного рода, не может быть очень надежной. Аналогичные результаты были получены в исследованиях других специалистов. Эксперименты вызвали ожесточенные споры. Кто-то был вынужден не согласиться с надежностью психиатрической диагностики, а кто-то приводил доводы. Автор классификации психологических расстройств Роберт Спицер ответил на критику так: «Если бы я выпил литр крови и, скрыв это с кровавой рвоты, явился в отделение экстренной медицинской помощи любой больницы, то поведение персонала было бы вполне предсказуемым. Если бы они мне поставили диагноз и назначили лечение как при язве желудка, вряд ли бы я смог убедительно доказать отсутствие у медицинской науки знаний о диагностике этого заболевания». И тем не менее, после эксперимента Роберт Спицер вынужден был признать: «Я разочарован. Думаю, врачи просто не любят говорить «я не знаю». Вопрос о реальности психиатрических диагнозов ставить так же бессмысленно, как и вопрос о реальности психического мира вообще. На самом ли деле существует шизофрения или ее выдумали врачи? На самом ли деле существует любовь или ее выдумали философы? На самом ли деле мы испытываем чувства? Когда-нибудь мы сможем ответить на все эти вопросы. Но не стоит доверять и мне. Ссылки, на котором основывалось это видео, будут в описании, но и про подписку и лайк тоже не забывай. Увидимся.